Так, музычка немножко прервется, потому что мне нужно открыть все чатики. Но в любом случае, кто успел прийти, тем привет. Мы сейчас прям сразу пойдем играть, потому что стрим сегодня будет короткий. Особенно если Twitch заработает, тут будет вообще шикарно. Спасибо. Привет, Серега. Так, привет, Серега. Я убрал дубляж звука. Так, она идет. Все, хорошо. Я могу торжественно объявить, что с этого стрима объявляется эпоха стримов с заглушками, которые были сгенерены с помощью Midjourney. По крайней мере, на какое-то время, а там посмотрим, сколько это продлится. Так, у нас 2,5 минутки прошло, и немножко погрюкаю геймпадом, к сожалению. Извините, потому что игра сама сразу честно предупредила: включи геймпад. Я не стал выпендриваться. Не включил его, поэтому я его буду периодически откладывать, чтобы сделать очередной глоток чая, поэтому он будет немножко хлопать, наверное. Я надеюсь, это будет не очень громко. Так, ладно, мы 3 минуты в эфире, уведомляшки приходят сейчас сразу, поэтому я не думаю, что нам есть смысл сильно долго ждать. Все, кто хотел на заглушку полюбоваться, полюбовались, я, может, ее еще в конце стрима немножко покажу. Поэтому, я думаю, мы будем переходить уже к игре. Честно говоря, демку вообще не помню. То есть примерно помню, но вот какие-то конкретные детали я оттуда уже не вспомню. Who are you? I don't know, but I'm writing to you anyway. Where are you? How far in the future? Where'd you find my journal? I may never know, but you can know me from what I put down on these pages. I come from a little village in the mountains. No one has left here since before I was born. But our lives changed overnight, just a few days ago when my best friend had a prophetic dream. A vision that the elder said means this season is going to end soon. The world is about to enter a new era. A great change is coming. Everyone was afraid. I was surrounded by questions and I began to feel how little I know. What is this season that is about to end, and why is it ending? What exactly is out there that could turn the world inside out? If there are still voices singing and laughing in the wilderness, I could record them before they're gone. I also thought of my dad, who always wanted to see the outside world but never did. So, I asked if I could leave. The elder had one condition for letting me go: that I take what I collect to the museum vault, a palace of art and memory at the edge of the earth. She says it's the only place safe from the turmoil of a changing season. I hope that's where you're reading this now. I can't stop the change that is coming, but this time on Earth could live on in these pages. What it looks like, sounds like, how it feels to be alive right now. I'm writing to you at the crack of dawn on the morning I leave home. I can smell breakfast cooking in the other room, and I can hear my mom's voice. Я вижу, Виталий еще тоже пришел. Говорит, демку на PS5 играл, не вкатило. Может, на ревизии что-то изменится? Ну, я сильно сомневаюсь. Мне кажется, демка была очень показательной. Так,
Окей, я помню, что мы будем заполнять сейчас журнал. Three, two, one. Hooray! И мне кажется, его надо потише сделать. Как-то она громковата сейчас. Так, стоп. Не тут, не тут. Ага, вот. Ой, мастер волюм. Давай 40%. Блин, я думал, он прям книжку откроет, можно будет полистать. Это просто прочитать, что на обложках. Окей, так. А, то есть она у нас прям рассказчица, да? Что, журавлик? Я не очень хорошо разбираюсь в фигурках оригами. Точнее, вообще в них не разбираюсь. My bag and Dad's camera, ready for the great departure. Глайдер из игры Wipeout может быть, кстати. Это реклама, Серег? Тебе сколько тебе заплатили, признавайся? Просто первый раз слышу про эту игру. Или не первый, но я почему-то не могу вспомнить, что это. Вроде название какое-то с одной стороны знакомое, а с другой я вообще не представляю, что это. Очень странные эти ощущения от названия. Тут есть жук. Консольная древность. А, ну, значит, наверное, она просто мелькала в новостях, я где-то слышал название, и поэтому не могу вспомнить, что это. Название кажется знакомым. Я так понимаю, это и прям ее скетч. Она отца рисовала. You're up. It's gonna be a beautiful morning. I'm making progress. I found the burner, camera, recorder, travel bag. Breakfast is in progress. Still gotta make a pendant. We haven't used this in so long. Good thing I saved the instructions. Just as you would use a shield to protect your body, an identity pendant protects your mind. Your thoughts, memories, everything that makes you, you. We don't wear them here in the village anymore. But if you're going into the outside world, I'll feel better when you've got a pendant shielding you. I will worry until you're gone, and then I'll have total confidence in you. In times of war, a pendant can be used to identify a body. Let's skip that part. Objects have two Окей. layers, Да, звучит не physical очень and the оптимистично. mental.
pendant needs to absorb both. 1. Collect a sentimental object for each sense: sound, smell, feel, sight, taste. Вот мне кажется, кстати, для этой игры бы очень этот Nozulus Rift бы подошел, или какой-нибудь аналог. Тот шуточный девайс, который для Соус Парка делали, чтобы который типа может запахи воспроизводить. Вот что-то такое, только серьезное, мне кажется, для этой игры прям очень надо было бы. 2. Feel the sense and speak aloud a memory of the object. 3. Feed the object into the burner. The memory will leave the speaker as it is transferred to the pendant. That means I'll forget the memory after I say it. It's supposed to be painless, at least. Okay, so this old tape should work for our sense of sound. Что же делать на полном серьезе, но пока не очень дешево выходит, но уже хороший прототип есть рабочий. Блин, это звучит, конечно, хорошо, вопрос, как они будут проблему с аллергиками решать. Потому что, это важно действительно. I remember. You and I fell asleep listening to this tape. Your dad came home. We all rested together until it got dark. What an odd feeling. Like an absence, disappearing. The empty space fills itself back in until I forget that I forgot anything at all. Аллергия на запах может быть, все думал, там взаимодействие с какими-то частицами, продуктами нужно. Но ты когда запах чувствуешь, ты же чувствуешь частицы продукта. Это, запах же, он сам по себе тоже материален, вполне себе. Это вот мелкие какие-то части от продукта. Собственно, почему горячее, оно пахнет, гораздо сильнее, чем что-либо холодное, потому что из-за того, что воздух вокруг горячего, он, собственно, горячий, молекулы движутся быстрее, и вот молекулы вот этого вещества или того, что ты там приготовил еды, они как бы тоже движутся быстрее, и ты их лучше чувствуешь из-за этого. Поэтому, да, частицы это тоже вполне себе, запах это тоже вполне себе частицы, и поэтому вот есть люди, которые даже с кошкой напрямую не контактируя, но просто попав в помещение кошатника, чисто от запаха тоже будут страдать от аллергии. Синтетически, возможно, гипоаллергенные. Вот вопрос, как это сделать? И синтетическое, и гипоаллергенное. В общем, им виднее. I'm glad I'm only losing a few memories. If I lost too many, I wouldn't even know who you are. You should pick the rest of the objects. Я так понимаю, мы будем складывать объекты в котел и записывать таким образом воспоминания вот в эту вот штуку, которая такая типа универсальная флешка. Я не знаю, как это можно назвать еще. So they should be important to you. They should be parts of your identity you want to be sure to protect. So think about what these items and what the memories would preserve about you. Let's do smell next. Find an object with a strong odor and that holds a piece of you. Так нам такой акцент на цветы прям сделали. Ancient perfume, sweet. Nothing is ever lost. Подожди, а там нельзя вот эти розы прям взять? Видимо, нельзя. Childhood, too sweet, too old.
I always wanted to experience new things. Вчера подкашляешь, что ли? Что мы еще можем записать как запах, мне интересно. Granite, seaside, darkness. This speaks to how my mom loves me. Прям Эль. Нифига Honey, себе. wax, baby, waves. I was loved by people I have no memory of. Ну давайте цветы засушенные, или какие они там. По-моему, засушенные. У них есть запах, интересно? Или мы их просто как гербарий What did you добавим? choose for smell? Let's breathe in deep. Your dad used to bring these flowers home from his climbs. They only grow high up in the mountains. He was a great climber. He even found us a new source of water. I hoped after he would climb less, maybe even retire. But he always wanted to explore, and the only direction to go was up. Maybe the elder is letting you leave out of guilt for what happened to your dad. If someone has the energy to leave, it needs to go somewhere. He fell into the Fitz ravine. We never found his body. But doesn't he rest with us at night? Doesn't he appear in our dreams? How can such a human being depart this earth without leaving behind a trace as strong as the flowers would still have their scent? Darling, I don't want to lose this one. I can't lose this one. Can we put the flowers back, please? Не хочет. Ну ладно, хорошо. Только я не очень понимаю, почему они воспоминания Sweet теряют. wax, honey. How I've tried to save things. Так, конфеты попробуем. What did you choose for smell? Let's breathe in deep. I remember. These were a present from your friend Pate. It was such a special gift that you wouldn't eat a single one. But after a while, the candy became as hard as rocks. The candy was meant to give one moment of sugary joy. And you realized, we talked about this, that by trying to save them, they lost their purpose. It might have been better to just enjoy them in the moment. Now touch. Касание Pick something теперь, with a да, texture you что-то. like. Там, кстати, медалька была клевая. Или не медалька, а что это? My Как это hand in называется? my own hand. This speaks to how my mom loves me. So what did you end up choosing? Okay, put your hand in the hand. Oh, I remember it so well. It's not as bad now, but in the old days, not many children lived long enough to grow up. We believed if a child could make it to the age of 9, they'd be all right. This print was made of your hand when you turned 9. Your father and I couldn't believe we really had a healthy girl. An old deep fear inside of me finally went away. And we saw you would just keep growing and growing. That everything was going to be okay.
fine. Let's do sight next. Ой, сайт это что? Это взгляд, да? Вот на что смотреть? Pick something that looks nice. Так. Блин, тут мало чего есть на An самом unlit деле. tower. I was loved by people I have no memory of. So, what did you end up choosing? Я единственное This kind надеюсь, of candle что keeps someone alive вот for the этой time it takes to burn. разговорной составляющей будет все-таки поменьше. Мне нравилось чисто самому ходить, собирать это все складывать. Понимаю, что обсуждать это тоже важно, но Just a few как-то hours, диалогов death is near. многовато, как по мне. It can be enough for last rites, last words. This was Grandma's candle. She didn't want to use it. You spent a lot of time with her when you were a baby. I realized she wouldn't live long enough for you to remember her, or for her to see you grow up and discover what kind of person you'd be. So in a way, you don't know her, and she didn't know you. And yet, she loved you. I don't know where love goes. Да, сайт взгляд, красивый вид. Кажется, вступление такое диалоговое, потом отпустит собирательством заниматься. Но я прям надеюсь, да, потому что демка, по-моему, была чисто собирательная. For taste, we can eat breakfast and feed some to the burner. То есть в целом мы все 5 чувств записываем. Окей. The memory I'll lose is the one we're forming right now. I want you to have it forever. Standing here, you're having a last taste of home. Интересно, мы этот котелок с собой таскать, что ли, будем? Он же огромный какой-то. Now you're protected by lost memories. A gem of home around your neck. Да, или это чисто, чтобы мы свои воспоминания не забыли. This is my only condition for letting you go. You must promise me never to take the pendant off. And never tamper with it. Okay? Then I'm okay with you leaving. I think your camera and bag are still in your room. It's time to gather them up. Да, я думаю, пора нам уже потихоньку выдвигаться. Мы так почти полчаса здесь провели. I've lost so much. How could the world ask me to lose you too? Look at us. There we are. There we were. We'll always be right here on this beautiful morning.
Так понимаю, фотоаппараты мы как раз будем собирать то, что нам нужно для этого, для сайта. Хотя, сейчас посмотрим, окей. Ну, а тут, по-моему, демка начиналась. I just performed a ritual with my mom. The moment has passed, but I'll record it in these pages for you, for the future. Да, и здесь прям записаны предметы, которые мы уже взяли. Помнишь, самое интересное, что было, это велосипед. Я очень хотел велосипед. А, да, мы же должны разместить теперь все эти предметы. Вот, да. Там обучают. Их нельзя, да? А, не, можно вращать. Все, это я помню, что вроде можно было, да, и их увеличивать, и уменьшать, и вращать вроде как. А, ну мы все это с скетчами больше будем. Пока что, по крайней мере. Не, ну гербарий там хоть... А, ну мы же не забирали цветы, ладно. Поэтому да, у нас сейчас все скетчами будет. I never knew when my mom would share a memory of Dad while cooking, on a walk, with no warning. It knocked the wind out of me. Rituals take this grief and give it a shape and a story. Filling in this journal is a ritual too, but for a loss that hasn't hit us yet. Ага, и мы же теперь еще можем разместить эти статы и тоже какие-то дополнительные зарисовочки такие. Так, а дайте мне какую-нибудь еще наклеечку. Ну и еще одну можно, ладно. Так, меньше такой размер. Кайф. I've brought tools to record the sights and sounds of this season. I'll start by recording the only place I've ever known. Public sleep music is a tradition of ours here. When the music ends, the village will begin to wake up. Ну, это я тоже помню, что мы записывали прям. Почему-то больше не дают. Там же фонтан, я хотел фонтан еще записать. Last night there was a goodbye party here in the plaza. Everyone was so afraid for me. To understand that fear, to understand where I grew up, you have to know the man standing watch over the plaza, Dr. Fumier.
Да, да, Серег, я согласен, что он отлично ляжет в список этих релакс-игр, которые я все готовлю и все никак. Last night, my friends wrote down their hopes for my trip and tied them to the branches of this tree. Прям шикарно вписывается, но то, что здесь нельзя что-то сделать не так, прям, мне кажется, очень важно. Да я уже сфоткал, ну. Все, обучалка теперь от меня не отстанет. Хорошо, хорошо. Давай, давай еще сфоткаем. Блин, солнце за шариками. О, наконец-то бег. Это важно. This is Dr. Fumio and his son. The statue isn't as old as it looks. The artist wore it down to give it a feeling of ancientness and the authority that comes with it. Dr. Fumio and his son founded Cairo back in 776. They live on through our traditions. Угу. There are 3 murals celebrating Dr. Fumio's work. Pate loves fish, even though nobody here has ever seen one. Я помню, мы вот эти штуки тоже фоткали в демке. Она сейчас, по-моему, сказала про 3 этих. Remembering everything must be painful. Dr. Fumio brought peace to so many people here. А, да, нам, по-моему, как раз про доктора все и нужно было собрать. A wish fell off the tree. I'm not supposed to read them, but it might be good for you to have an example of one. I can go against tradition a little for posterity. This is a healing instrument created by Dr. Fumio. It draws on the pure mountain air. Так, вот еще один мурал. Игра прям услужливо напоминает, что если ты вдруг успел забыть за 2 минуты, то вот на эти кнопки все делается, за что и спасибо, потому что я такой, что я реально мог бы забыть. Dr. Fumio said the dream sickness was caused by something very powerful. He wasn't able to cure it. А, тут еще что-то. Pate's little daydream of leaving this place, of seeing something weird. Это Inspiration Available. Что там за вдохновение? Ага. Размести, короче, их достаточно, чтобы получить это.
Вдохновение. Они, видно, тогда нам расскажут, что вообще надо еще найти. Я подозреваю, или просто нас дальше пустят. Да, я мало всего was растыкал. created as a place to heal. Is that where my instinct to try to help comes from? It's so strange to imagine I'll be shaped by places and people I haven't met yet. So strange to imagine that I might feel at home somewhere else. Да, ну вдохновение это вот, видимо, вот эти штуки декоративные открывает. Но я пока не все сделал, что хотел. Поэтому вы погодите меня выгонять отсюда. И вот он третий. The elder sought out Dr. Fumio to cure her mother, who was suffering from time misperception. Тоже inspiration available. Так. Здесь все прям заранее заготовлено, ты двинуть не можешь, кстати. Вот, да. Просто надо выбирать. Да, это все расстыкивать. Так, это, видимо, вот этот. Ага. Во, кайф. Dr. Fumio was an important person, but we also just have a need to put a human face on events that are beyond our control. He may have felt just as scared and helpless as everyone else. Мне кажется, вот эта штука больше сделана для людей, которые очень не любят игры без целей. То есть, если вам прям такое не нравится, что у вас тут цели нет и делаете вообще все, что хотите, то вот вам окей цель. Если прям, ну, очень хочется. Но я бы все равно собрал, потому что интересно. Это выглядит довольно прикольно. Ну и сами ощущения от того, что ты вот артбук прямо заполняешь, тоже очень клевые. В принципе, с демки в этом плане ничего не поменялось. Видимо, мы тут все сделали. Или не все? Так. А, это таймлайн. Окей. Угу.
Да блин, я все никак не освоюсь. Так, ага. Тут прям для тех, кому все очень-очень интересно. Но вот готовые страницы он уже не дает их заполнять. Так, ну я здесь не закончил. У меня тут очень много пустого места, поэтому вы подождите. Так, что у меня тут еще есть? Еще марки клевые, хочу марки. Давайте. Отсыпайте мне больше их. Так. Как печать какая-то. Блин, жаль, нельзя под размер как-то фотографии самой подогнать. Она вот влезла на место для подписи. Чтоб прям совсем красиво было. Ну ладно. Я очень понимаю, почему они это депадом сделали, а не правым стиком, который вообще в менюшке не используется. Мне кажется, было бы несколько удобнее это все вращать, размеры подгонять и прочее. Ну, да ладно. Это, в принципе, мелочь. Все, пора идти. Как раз примерно половина стрима прошла. Это что такое? Так. I go fishing here with my best friend Pate, even though there's nothing to catch. We both appreciate the silence. Так, а цветочки можно собрать? Можно посмотреть на табличку. Caro Village was founded during the modernity. Much later, Dr. Fumio arrived and remade it in his image. This flower means you're in my thoughts. The morning after the search was called off for Dad, our doorstep was covered in them. Блин, у меня уже место заканчивается. Проблема. Я еще тут клевые штуки нахожу. A drip, just as slow, reliable, and oddly satisfying as life itself in this little village. Так, ну чё, пора в большой мир выдвигаться. Где наш велик? Is it recording? Yes. Okay.
my daughter. Find a sacred square of earth. Lay down so you have the dirt at your back. Close your eyes. Close everything. Do you see for yourself? You see for the dead, for the unborn. Do you listen for yourself? You listen for the dead, for the unborn. Your ancestors are in that dirt. All the living and all the dead are holding you up. Now, stand. They're still there, aren't they? It's time to move, to entangle yourself everywhere with everyone. So the next time you lay down in the dirt, you will have so much more to tell them. I've always wondered what's on the other side of this gate. Today, I'll find out. Блин, очень клево, что они, по крайней мере, вот по вступлению очень классно настроили распознавание того, что ты фоткаешь, и того, что ты записываешь. Если так по всей игре будет, это очень здорово, потому что это будет давать очень много к атмосфере. О, можно выбрать велик. Или нельзя, придется брать розовый. Блин, я хотел черный. Черного нет? Ребята, у вас даже нет черного велосипеда. Pate fixed up 3 bikes instead of 1. А, нет, дадут выбрать. Блин. Давай на синем поедем. Не очень я люблю все эти яркие цвета, очень непрактично, как правило. Блин, а можно всю игру, где надо вот так просто ехать на велике? Блин, вроде мелочь, но он очень приятно ощущается на самом деле. Я понимаю, что физику велика, наверное, не очень сложно сделать, но... Особенно в релакс-игре, где тебе не надо там никуда гоняться, ничего делать, но он очень приятно действительно ощущается. Единственное, паду не хватает какой-нибудь виброотдачи, вот когда на педали крутят. Чтобы это было, и был бы вообще класс. Не, она слезает. Я думал, может вылезет что-нибудь. Давайте, кстати, посмотрим. Может, здесь есть вибрации, просто искать надо.
Нет, здесь можно просто посмотреть управление и все. Ну, я почти затормозил. Блин, открытки очень классные. Можно все? Я все хочу, мне все нравятся. Можно все, судя по всему. Е-е. I can see in these letters that the outside world has extremes, of beauty and tragedy, beyond anything I've known. Так, мне интересно, если вот байк здесь оставлю. Нет, мне нужно к нему подойти. Он так не телепортируется. Окей. Было бы забавно. They were right. The letter never made it. The season before this one, the war, seems so horrible. Это прям какая-то новая область, и мы теперь должны тут тоже всякие штуки заполнять. Или это какая-то промежуточная зона? Нет, это, видимо, прям область. Блин. Надо было сначала поправить, потом порядок менять. Не, некрасиво получилось. I feel Да nourished дайте in these исправить. sights by the unfamiliarity of it all. These means of connection, long in disuse, are certainly telling me something about the world. Will they be used again in the next season? Да, с учетом, что, по-моему, это почти никто не смотрит, я думаю, самое время сделать небольшое объявление. Идеально, мне кажется, подходит время. В общем, я там обещал стрим в пятницу, но, скорее всего, его не будет. Потому что мне нужно еще с Бубеном допройти борду. Мы и так с ней что-то подзатянули, надо с ней заканчивать. Поэтому, скорее всего, я буду занят ей. И стрим в эту пятницу я отложу. А вот следующую уже тогда постримлю, я думаю, если будет возможность. Ну да, это мелочь, я думаю. Тем более, что у нас там на повестке дня, наверное, могу сразу сказать, это будет Hi-Fi Rush. Я его вместе с сезоном взял.
Вот я думаю, можно будет его тоже постримить. О, можно прям скетч сделать. Класс, давай. Да, и сегодняшний стрим тоже он будет не очень длинный, такой 1,5 часика, но в будние дни вообще тяжело стримить. Долго. Потому что и времени не так много, и все работа тоже банально устаешь. Хотя стримить не сказать, что очень тяжело, но все равно иногда хочется просто в тишине самому прям совсем посидеть. Блин, какие-то все грустные письма, что они не дошли до адресатов. Before setting up in Kero Village, Dr. Funyu roamed the land curing people. It must Это have been прям hard when he wasn't почта. around anymore, especially for people who couldn't travel to the village. That Блин. poor baby. Не прочитал. Там, судя по реплике, опять что-то очень грустное. Поэтому, может, оно и к лучшему, что я не прочитал. Ну, это да, Серег, я согласен, что это явно не замена Death Stranding. Мне кажется, это такая альтернатива для тех, кому лень. Вот, я бы это так назвал. Здесь прям этот был, да? Подъемник. Там, видимо, вещи и почту как раз доставляли. Так понимаю, здесь локация прям совсем маленькая, поэтому мы, в принципе, можем ехать дальше. Так, аудиозапись, да, еще разместить. Шуршащей травой. Блин, а птичек хотел записать, но они как-то не попали на запись. Уи.
Не, мне вот сейчас игры спустя вообще по кайфу. Но я думаю, люди, которые наш канал смотрят, в принципе, они привыкли, что мне обычно почти все по кайфу, что я стримлю. Поэтому, блин. Я хочу слезть с велика и это сфоткать, но, блин, я не хочу слезать с велика, он клевый. За что такие дилеммы? Блин, красотища. А, здесь прям не пройти, то есть тут прям глубоко-глубоко, видимо. Да, здесь не дают прям на велик сесть. Ладно, мы так переберемся. Не то чтобы сложно. Блин, зум всего 1,5. We learned about old technology in school, but not much about animals. What are these strange goat-like creatures? Are they simply goats? My first time petting an animal. I think it went pretty well. Кайф. Так, где мой велик? Поехали. That time it felt off. I guess I had beginner's luck before. Видел, там еще кто-то был. Okay, now I got it back. I'm in control. I can easily pet certain four-legged animals. Мы научились гладить четырехногих животных. Подозреваю, это в английском так парнокопытный называется. Уи. Блин, очень красиво. Мне очень нравится езда на велике, но я хочу тут еще и все фоткать. И, блин, меня это разрывает. Почему я не могу фоткать прямо на велике? I heard that village was abandoned because of a mind disease. Not every community had someone like Dr. Fumio to perform cures.
I cycled through landscapes, seeing them for the first and last time. I had no idea when I left my home how the season would end, or more importantly, how soon. Это прям, видимо, мы эпизод прошли. On a cold, damp day, I feel true loneliness for the first time. Nobody could have described with words how big this world is, how it goes and goes. I passed through it, where others passed before me. The blades turn, but I bet they don't generate any power. Probably just swirling the air around. Так, и дождь надо же записать. Подожди. Стоп, 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 стоп. Блин, там есть какая-то надпись на этом, на ветряке. Надо понять, как забор обойти. А, ну, тут несложно, в принципе. This person wanted the season to change. Why? Уже inspiration available, да я ж всего ничего сделал-то. Когда они бесконечно выживачи показывают, конечно, говорит, реальное искусство. Да выживачи на самом деле тоже были бы неплохие, если бы они выходили не в таких количествах. Потому что у них уже очень тяжело понять, что из этого реально стоит твоего времени, а что, ну, фигня какая-то. Причем большинство, к сожалению, именно выглядит как фигня. Она может быть бы и норм, но ты об этом не узнаешь. Нет, нет, дайте мне переставить, опять же криво Time seems получилось. to pass differently around here. I feel so heavy and so light at the same time. I'm not really alone. I'm with myself. I'm with the earth.
Блин, а можно этот след маркером сделать вот как-то длиннее, но не больше? Мне жирная часть не очень нравится. В целом было бы окей. Мгм, там вон еще дырка в заборе была. Только велик не забыть. When the season turns, the reasons behind things might disappear. But the engine may survive. The power is not lost. It's just buried a little. Не, некрасиво получилось. Давай вот так. Так лучше. Нет, не слезай с байка. Я понимаю, что я врезаюсь, но не слезай. Мы едем. They wanted the season to change because they were so alone. Так, и здесь тоже вот знак запрещающий стоит. Но туда уже, видимо, нельзя реально попасть. Ладно. Мне еще интересно, насколько сезон часов. То есть оно все очень клевое. Я с этим вообще не спорю. Но мне кажется, если они перезатянут, то это будет, ну, не так клево по ощущениям. Мне кажется, это должна быть вот прям такая очень компактная история. Не знаю, почему мне так кажется, но вот есть ощущение, что если они сделают компактно, то будет гораздо приятнее. Так, байк-то верните.
Под дождь вообще отлично звучит. One melody is like me out here alone. I have a feeling they use these music boxes to fall asleep. They kept themselves company with music. Ну, здесь очень много всего музыкального. Вот я переживал, что там одни письма были. Two voices is like me and my mom. We can survive, but eventually we need more. Three voices as complex as life is supposed to be. I could listen forever. Угу. Looks like they made it out of here. But what is this group? Единственное, пока вот чего не очень по лору игры понял, это вот смена сезонов происходит. То есть прям меняется расклад жизни всей. То есть старые люди, ну, они не выживают, что-то, я не могу понять, что-то глобальное происходит или просто вот по щелчку время поменялось, и люди, типа, не могут приспособиться к новому. Тяжеловато немного объяснить, что именно я имею в виду, но не до конца понятно для меня, что именно происходит. То есть как смена сезонов происходит в этом мире. Там был перед этим сезон войны, а потом там был еще сезон индустриализации, еще там какой-то. Ух, я фоток наделал. Куда ж ты все крепить-то? Вообще, пока не униклор, мне просто красиво, но просто красиво это тоже вариант. Опять ролик показывает на этом, на движке. Фу, на движке наоборот, пререндер. In the empty places, I found companionship in the tapes I recorded before leaving home. The elder told me the story of her life. I listened back to it. Сезон-то вот эта штука, понятно. Да, нет, именно она. Let's set the scene for the listener.
whoever that might be. This is the elder speaking. We're sitting in the plaza, saying goodbye to a dear soul. We're here to see if there's anything useful in my mind that could help you on your trip. A century's worth of memories, dreams, fantasies, visions. Like a big, old, haunted library. When I die, this library will burn down. But which book should we check out first? I don't have all the answers, but I do feel the story of my life could help you understand what kind of world is out there. It's okay not to understand everything right away. The moment may pass before you've gotten a firm hold on it. Думаю, как раз флешбэк пройдем и на этом As закончим. long as you're there to witness it, to take it down in your journal, you and others to come will someday take the time to make sense of it all. Francis Cale, if you must know. You can call me Frank. Or Elder. Or the Elder. Or Elder Frank. You know, whatever. I don't care. I was born on the ocean. My mother and father worked on a cruise ship. The short-lived but glorious watery republics. Floating cities. Most won their independence Они by очень the time клево I со was звуком born. прям поработали. How can I describe them? They were a jewel of the golden season. Pleasure boats with a radical political program. How nice. The golden age was a time of flags, logos, mottos, mastheads. My mom taught me to read them. She was the ship's philosopher. My dad was a recycling engineer. Recycling on the ship was a matter of life and death. We had to get the most out of every object and watt of energy. My grandparents played with the past. They changed it like we change our wardrobe. So it was a different answer every time. But they often said we were exiles of some kind. Exiled royalty from a secret lineage. Blood that glows in the dark. Я под звуком, кстати, имею в виду даже не сколько озвучка персонажа, вот сколько фон. Там просто и кузнечики, и птички пробиваются. Вот такой эмбиент, он очень клево работает на Or атмосферу. exiled from the mouth of some great leviathan. When they were older, they just said, "We're from here. We're from right now." I loved the way the ship would tilt and roll with the waves, especially as I fell asleep. It was so comforting. Picture me as a kid in bed, feeling the swaying of the ship. It was like being rocked to sleep as a baby. I loved exploring the ship too, wandering through the suites, the swimming pool, the game rooms, and oh, there were 2 dance halls. A large, elegant one and another one in the basement. A lot of my firsts were down there. My first dance, my first kiss, and so forth. Our ship was taken over in the early days of the war. That was the end of the watery republics. I heard the dance hall in the basement became a weapons cache. Took me half my life to say goodbye to the world I knew in my youth. Imagine me and my parents and everyone I knew being escorted off the ship. То есть она, получается, застала сезон до войны, сезон войны и еще вот этот полностью. Она прям действительно древняя. By a company of soldiers. And I'm thinking, I hope they don't make a mess of my room. I was embarrassed by the younger kids who were crying their eyes out. But they knew, I guess. Yes, the start of the war was a turning of seasons, and we had been warned the season was going to end. Oh, but we didn't understand the warning. You see, one night, along a coastline, we saw beautiful lights shimmering above the water. Later, we found out this was an ancient warning system. It hadn't been used in so long. We didn't know what it meant. А, то есть там еще есть какая-то система оповещения. We just thought, well, ain't that pretty? We tried to stick together and camped out on the coast of the prismatic grounds. A
kingdom of art and science. They got rich during the golden season. Everything that made them beloved before the wealth came. Passionate, uncompromising, self-obsessed, made them unbearable once they had power. Artists make terrible kings. Are you sure you want me to keep going? The story gets darker from here on. Okay, so conditions in the camp were getting worse. My mom got lost in thought for long periods of time. She'd be completely still for hours, days even. We realized she caught, well, now we call it time misperception disorder. It's when you lose your ability to tell how much time is passing. A minute can feel like an hour. A day can pass in 10 seconds. Да, очень знакомое ощущение, к сожалению. What's so hard is the feeling of absolute loneliness. Normally, we're all at least roughly in the same flow of time. But with this disorder, you walk alone, truly. We heard about a traveling doctor who could cure these kinds of diseases. I decided to go find him. I found out his name was Dr. Fumio, and he traveled with his son Lucio. People talked about him like he was a god. I described my mom's condition to Dr. Fumio. He said there was no cure yet. Нравятся такие фэнтези-миры, которые ничем не отличаются от нашего поначалу, а потом потихоньку вкатывают свои фишечки, погружают в свою атмосферу. Так еще в Disco Elysium было. Да, вот Disco Elysium прям вообще в этом плане, мне кажется, неповторим. He thought it was high enough he'd have a better chance at treatment. Lower places are more dangerous. Valleys are the worst. He invited me to join them in going to the village, but I wanted to go back and get my parents and bring them with me. Yes, our Caro village. People thought it had been destroyed, or was a myth. But Lucio had a vision which showed us how to get here. I packed my things and got ready to leave the next morning. At night, my mom came to me in a dream. She was standing in a field of flowers. I'd grown since I last saw her. We were the same height. She pressed a finger hard into my palm. She taught me well. I knew the meaning of the gesture. I knew no matter what I did, I'd never see my parents again. In the morning, I told Dr. Fumio I would follow him to Caro village. The next few weeks were very physically tiring, hiking, climbing. And when we found the village, building, planting, cleaning, Fumio brought sick people from all over the world, and they got better. The treatments worked. Everyone was healing. So why couldn't I? One day, we got word the war was over. We never found out how it ended. It was like peace just swept over the earth in a split second. There was a party in the plaza to celebrate the end of the war, but I couldn't bring myself to go. Yes, it was over, but it had taken my home, my family. That night, as I was falling asleep, I felt the bed tilt and sway gently, as if it was being tossed on the waves of the ocean, as if I was back in my bedroom on the ship, as if I was back in my mother's arms, being rocked gently to sleep. I knew I was finally home. Блин, настолько атмосферно, что мне даже особо разговаривать не хочется. Я сижу, молчу. And nothing could hurt me. I imagined coming upon a place as hidden and singular as my own village. Eventually, I found myself circling a valley, looking for a way in. Я думаю, мы как раз на вот этой ноте и закончим на сегодня.
Я переключу на нашу заглушку. Вдруг кто-то пришел. Позже ее не видел. Напоминаю, что нарисована эта заглушка с помощью Midjourney. Я буду продолжать экспериментировать с ней. В общем, как по моим впечатлениям, Season это вообще отличная игра, но она не очень подходящая для стрима, потому что ты очень хочешь сидеть и просто погружаться в это все. И, кстати, я вышел из игры и сразу начал качаться какой-то патч. Причем довольно большой. Не очень понимаю, что они здесь патчат, но да ладно. Главное, что они это делают. Для тех, кому это важно. В общем, я лично от себя всем, кому понравилось то, что вы увидели, рекомендую с этим лично же и ознакомиться. Мне кажется, это такой очень личный опыт будет. Потыкать самому. Игра сделана очень приятно, и она абсолютно не напряжная. Поэтому, если вы ищете себе что-нибудь для расслабона, это вот прям то, что вам нужно. Я на всякий случай напомню, в пятницу стрима не будет, стрим будет в субботу. Это инди-микс, который заказывал Илья. Я напомню еще, что из игр он заказал там какой-то ужасный набор. А там To The Moon, Blasphemous и Gone Home. В общем, 2 игры, на которых мы отдыхаем, и 3-я игра, на которой я буду страдать, видимо, сидеть. По часу на каждое. Поэтому приходите. Season LA когда-то в обозримом будущем хочу брать. Они прям, схожи. Ну, понятное дело, не миром или еще чем-то, но вот по настрою они очень похожи. Поэтому, да, мне кажется, это вообще отличный выбор. Я на этом тогда заканчиваю, и мы услышимся с теми, кто захочет прийти и еще послушать, посмотреть наши игры в субботу, во сколько, уточню в Дискорде, но, скорее всего, где-то ближе к вечеру. Все, всем на сегодня пока.